Он родился примерно в 1760 году, то есть он был ровесником Шиллера и Робеспьера. В Японии в это время был сёгунат Токугава, то есть это была классическая изоляционистская Япония с самураями, гейшами и нулевой социальной динамикой, отгородившаяся от всего мира и игнорирующая факт, что остальной мир уже давно перебрался из Средневековья в новое время. Он родился и провел большую часть своей долгой жизни в столице, в Эдо. Его отчим был мастером по изготовлению красивых зеркал для самого сёгуна. Вероятно, он же был первым, кто обучал маленького Такитаро, это было имя художника по рождению, рисованию. Из-за своего скромного происхождения у Хокусая не было фамилии. При жизни он был известен по меньшей мере под 30 именами. Вообще, использование нескольких имен было обычной практикой японских художников того времени, но количество его псевдонимов превышает норму и здравый смысл. Его имена менялись так часто и так часто были связаны с изменениями в его художественном стиле, что они используются искусствоведами для разбиения его жизни и творчества на периоды. А он прожил долгую и очень плодотворную жизнь, и он постоянно совершенствовался. За несколько лет до своей смерти Хокусай сказал: «С 6 лет я питал страсть к копированию форм вещей, а с 50 лет опубликовал множество рисунков. Однако из всего, что я нарисовал к 70 годам, нет ничего, что стоило бы принимать во внимание. В 73 года я отчасти понял строение животных, птиц, насекомых и рыб, а также жизнь трав и растений. Итак, в 86 лет я буду продвигаться дальше, в 90 и еще больше проникну в их тайный смысл, и к 100 годам я, возможно, действительно достигну уровня чудесного и божественного. Когда мне будет 110, каждая точка, каждая линия будут обладать собственной жизнью». В возрасте 18 лет Хокусай, давайте уж будем называть его этим самым знаменитым из его имен, начинает обучаться изобразительному искусству, поступив в студию знаменитого художника Кацугавы Сюнсё. Сюнсё был мастером укиё-э, стиля, которым впоследствии прославится и Хокусай. Что это вообще такое? Во-первых, сразу прошу прощения за мое произношение всех японских слов, имен и названий. Я сделаю все возможное, чтобы произносить их правильно, но не судите строго. Так вот, термин «укиё-э» переводится как «картины зыбкого мира». Большая часть этих произведений были гравюрами на дереве, печатавшимися некоторым тиражом для свободной продажи. Но были также рисованные вручную картины и исключительно сложные, изысканные гравюры, делавшиеся под заказ. Их объединяла тематика, этот самый зыбкий или призрачный мир. После того, как Эдо, ныне Токио, стал резиденцией правящего сёгуната Токугава в 1603 году, класс тёнин, состоявший из торговцев, ремесленников и рабочих, извлек наибольшую выгоду из быстрого экономического роста города. Рабочий торговый люд начал хорошо зарабатывать и тратил деньги в развлекательных кварталах, самым знаменитым из которых был Йошивара. Чайные дома, где гейши принимали гостей, театры кабуки, рестораны и соревнования борцов сумо. Весь этот стиль жизни, ориентированный на развлечения, начали называть укиё – плавающий или зыбкий мир. Это слово писалось иначе, но звучало так же, как буддийский термин укиё, обозначавший мир печали и горя. И новый гедонистический дух времени, охвативший низшие классы, отлично описывался этим двусмысленным словом. Асаи Рэй воспел этот дух в романе «Укиё Моногатари». Жить только настоящим, наслаждаться луной, снегом, цветущей сакурой и кленовыми листьями, петь песни, пить саке и развлекаться,
Просто плывя по течению, не беспокоясь о перспективе неминуемой нищеты, жизнерадостный и беззаботный, как тыква, увлекаемая течением реки. Вот что мы называем укиё. И вся эта публика, живущая в мире укиё, начала охотно покупать картинки этого мира, которые можно было повесить на стену или наклеить на ширму. В первую очередь портреты красавиц-куртизанок, потом актеров, атлетов и циркачей, а затем и будничные сцены и пейзажи. Укиё-э назывался этот жанр, и масса выдающихся художников специализировалась в этом направлении. Юный Хокусай станет одним из них. Самые ранние укиё-э, появившиеся еще в 1670-х годах, за 100 лет до рождения Хокусая, были монохромными. Цветные гравюры поначалу делались только по спецзаказам, чаще всего они раскрашивались вручную. Укиё-э, как правило, были плодом коллаборации 3 человек – художника, резчика и печатника. В принципе, многие художники учились резать доски и умели это делать, но они обычно предоставляли техническую работу профессионалу. Процесс был следующий. Художник тушью рисовал на тонкой бумаге прототип гравюры, после чего этот эскиз приклеивался лицевой стороной на доску из вишни, груши или самшита, и резчик вырезал из нее области, на которых бумага была белой, получая таким образом первую печатную форму и уничтожая по ходу исходный рисунок. Потом делалось несколько черно-белых силуэтных оттисков, на которых художник закрашивал области, которые должны были быть цветными, после чего тем же способом резчик изготовлял необходимое количество печатных форм, каждая из которых соответствовала одному цвету или оттенку. Далее печатник под контролем художника наносил краски на получившийся набор форм и прикладывал их по очереди на листы рисовой бумаги. Так создавалась полноцветная гравюра укиё-э. Цветные укиё-э достигли пика в конце XVIII века. Эти яркие цветные гравюры стали называться парчевыми картинами, поскольку их цвета напоминали людям импортную китайскую парчу. Первыми появились дорогие печатные календари, которые дарили на Новый год. Также бешеной популярностью пользовались портреты красавиц – бидзинга, стилизованные изображения идеальных моделей и сцены из жизни популярных гейш, которых, впрочем, невозможно отличить одну от другой, настолько стандартизовывались согласно канонам красоты их черты лица. Учитель Хокусая Сюнсё считался изобретателем укиё-э, изображавших актеров театра кабуки в ролях. И первые опубликованные работы нашего героя изображали как раз актеров кабуки. В те годы Хокусай уже был женат на первой жене, всего он будет женат дважды и дважды овдовеет. И одна из его дочерей, Ои, в конечном итоге стала художницей и его помощницей. После смерти Сюнсё в 1793 году Хокусай начал изучать другие стили изобразительного искусства, включая европейские, с которыми он познакомится через французские и голландские гравюры, добиравшиеся до Японии преимущественно через купцов голландской Остинской компании, продолжавших торговать с отрезанной от мира Японией. Вскоре он покинет школу Сюнсё, а вместе с ней и привычные стандартные сюжеты. Начнется средний период его творчества, когда Хокусай найдет свой неповторимый стиль и свое имя, под которым он прославится в веках. Он освобождается от всех связей со школами и принимает имя, под которым он будет наиболее широко известен как независимый художник – Кацусика Хокусай. Кацусика Хокусай. Первое имя взято от района Эдо, где он родился. Второе же означало «северная студия» в честь полярной звезды. Не самой звезды, а соответствующей ей богини, которая покровительствовала ему. Под этим именем он начинает публиковать сборники пейзажных гравюр, такие как
знаменитые достопримечательности восточной столицы и 8 видов Эда, а также иллюстрирует популярные романы. Он также начнет обучать собственных учеников. Хокусай становится все более знаменитым, как благодаря своим произведениям, так и своему таланту к саморекламе. Во время фестиваля Веда в 1804 году он создал огромный портрет буддийского патриарха Дарумы, то есть Бодхидхармы, площадью, как говорят, в 200 квадратных метров, используя метлу и ведра, полные чернил. Само это произведение не сохранилось, но сохранились восторженные рассказы свидетелей этого мероприятия. Другая история рассказывает о том, как его пригласили ко двору сёгуна на соревнования с другим художником. Хокусай нарисовал синюю кривую на бумаге, затем взял курицу, окунул ее лапы в красную краску и начал гонять бедное животное по всему изображению. Полученный шедевр он представил сёгуну как пейзаж, изображающий реку с плавающими в ней красными кленовыми листьями. Хокусай выиграл. Около 1810 года он отправится на запад, в Нагою, где встретил группу энтузиастов живописи во главе с прославленным фехтовальщиком-самураем Бокусеном. В его доме Хокусай сделал сотни быстрых набросков, которые он называл манга, что означало «случайные рисунки». Пораженные их разнообразием, Бокусен и компания собрали скетчи в книгу, которая стала первым томом знаменитой серии «Наброски Хокусая» «Хокусай манга». К 1820 году он выпустит 12 томов этих манга, и еще 3 были опубликованы посмертно. Они содержат тысячи рисунков предметов, растений, животных, религиозных деятелей и обычных людей, часто с юмористическим подтекстом. Хокусай также создал несколько альбомов эротического искусства сюнга. Его самая известная работа в этом жанре «Сон жены рыбака», которую я вам здесь не покажу, но ее легко найти в интернете. В 1820 году Хокусай снова сменил имя, на этот раз на Иицу, что знаменовало начало периода, в который он завоевал славу по всей Японии. Его самая знаменитая работа «36 видов горы Фудзи», включающая знаменитую большую волну Канагавы, была создана в начале 1830-х годов. Гора Фудзи является популярным объектом японского искусства из-за ее культурного и религиозного значения. В сказании о резчике бамбука эпохи Хэйан богиня помещает эликсир жизни на вершину самой высокой горы. Легенда гласит, что слово, означающее «бессмертие», стало названием горы – Фудзи. Серия «36 видов Фудзи» создавалась с 1830 по 1832 год, когда Хокусаю было за 70, и он находился на пике своей карьеры. Гравюры изображают виды на гору с разных точек, в разное время года и при разных погодных условиях. Изображения Фудзи исключительно разнообразны, только 2 из них представляют собой как бы портрет горы, только Фудзи крупным планом. Большинство же гравюр рисуют жизнь вокруг горы. Людей, занимающихся своими делами, животных и птиц, деревья и здания, с горой на заднем плане. На некоторых гравюрах требуется пара секунд, чтобы вообще найти Фудзи. Но она всегда здесь. Вечная, неизменная, приглядывает за миром вокруг. Самые ранние отпечатки в серии были сделаны в основном с использованием синих тонов в модном стиле айзурия, когда даже контуры изображения, которые обычно отпечатывали черной краской, делались синим. В те годы вся Япония сходила с ума по новой импортной краске – берлинской лазури. Этот первый в мире синтетический краситель давал очень интенсивный и очень устойчивый яркий синий цвет, особенно эффектно смотревшийся в пейзажах. И Хокусай был одним из первых художников, активно начавших использовать его в своих работах, что обеспечивало им огромную популярность. Как только издатель убедился в успехе серии,
Отпечатки стали делаться в нескольких цветах. Серия была так успешна, что ее предполагали расширить до 100 картин, но в конце концов остановились на 46. И эти гравюры были настоящей энциклопедией японской жизни позднего Эда. Их можно разглядывать часами, находя все больше интригующих деталей и погружаясь головой в ту жизнь. Вот всадники мчатся навстречу ветру, вот рыбаки выходят в море, солдаты маршируют, кровельщики чинят крышу, группа с детьми любуется пейзажем с балкона. А это что такое? Похоже, распиливают огромное бревно на доски. И одна из гравюр этой серии, «Большая волна у Канагавы», стала самой знаменитой работой Хокусая, и ее часто считают самым узнаваемым и самым репродуцируемым произведением японского искусства в мире. «Большая волна в Канагаве» – это первая гравюра серии. На ней изображены 3 лодки, плывущие по штормовому морю, с огромной волной, образующей спираль в центре, и горой Фудзи на горизонте. В верхнем левом углу в картуше располагается название картины и подпись художника – Хокусай, сменивший имя на Иицу. По композиции эта работа не знает себе равных. Гора Фудзи, которая, по идее, должна представлять собой организационный центр композиции, на самом деле находится справа от вертикальной линии симметрии. Гора и волна изображены одними и теми же красками – темно-синий внизу и белый наверху. Тем сильнее контраст между огромной, дикой, косматой и опрокидывающейся волной и маленькой, но безукоризненно симметричной, стабильной и нерушимой Фудзи на горизонте. По всей видимости, действие картины происходит ранним утром, когда солнце встает со стороны зрителя и начинает освещать заснеженную вершину вдалеке. На переднем плане мы видим 3 асиакури-буне – быстроходные баржи, которые использовались для перевозки живой рыбы на рынке в заливе Эда. Лодки направляются из гавани столицы на юг домой. В каждой лодке по 8 гребцов, плюс в носу сидят еще по 2 сменных члена экипажа. Лодки двигаются справа налево, что соответствует японской традиции прочтения как изображений, так и текстов. Они обращены носами к волне, то есть рыбаки не убегают от волны, они штурмуют ее. Размер волны можно приблизительно оценить, используя лодки в качестве масштаба. Асиакури-буне обычно были длиной от 12 до 15 метров, то есть волна от 10 до 12 метров в высоту. Эдмон Ганкур, французский писатель и художественный критик, половина братьев Ганкуров, описал гравюру следующим образом. Похоже, что этот почти обожествленный рисунок создан художником, охваченным религиозным ужасом перед грозным морем, окружавшим его страну. Рисунок, показывающий гневное восхождение волны к небу, глубокую лазурь прозрачной внутренности завитка, разрыв ее гребня, который рассыпается дождем капель в форме когтей животного. Искусствоведы обычно описывают эту волну как волну-убийцу, аномальную единичную волну, губящую корабли в открытом море. Но также возможно, что это чудовищная призрачная волна, угрожающая рыбакам своими когтями из пены. С левой стороны у волны гораздо больше когтей, которые готовы схватить приблизившихся рыбаков. И если вы посмотрите предыдущую, менее знаменитую работу Хокусая «100 историй о привидениях», где он проиллюстрировал страшные мифы, то вы можете легко увидеть сходство в композициях волны и гравюр с гигантскими призраками, нападающими на людей, также слева сверху наваливаясь на маленьких перепуганных героев. Время, когда Хокусай работал над своим шедевром, было для него очень нелегким. Ему было уже за 70, и в последние 10 лет ему приходилось непрерывно бороться с финансовыми трудностями. Буквально за 3-4 года до этого он перенес инсульт, а до этого его поразил удар молнии. В 1828 умерла его жена, потом дочь.
А в 1829 ему пришлось спасать внука от финансовых проблем, что привело художника к нищете. Искусствоведы считают, что невзгоды подтолкнули художника к мощным, новаторским, полным эмоциональности и трагизма темам серии. Он пытался изобразить вечность и незыблемость священной горы на фоне драмы и суеты человеческой жизни, разворачивающейся под ней. «Большая волна» подытоживает несколько десятилетий работы Хокусая и роста его как художника. Вы можете сами видеть огромный прогресс по сравнению с его гораздо более ранними попытками изобразить похожий сюжет. А несколько лет спустя Хокусай вернется к образу большой волны, в этот раз изобразив ее без лодок и без людей. Волна находится справа от горы, и если смотреть на эти гравюры бок о бок, то кажется, что это та же самая волна, следующий кадр, где море смело и поглотило лодки. И стая птиц, поднятых штормом, повторяет и подчеркивает мощное движение воды пены и безлюдность пейзажа. Как я уже упоминала, «Большая волна» имела огромный успех не только в Японии, но и на Западе, вдохновив многих европейских художников, поэтов и музыкантов. После реставрации Мэйдзи в 1868 году Япония открылась для импорта с Запада. В свою очередь, Европа и Северная Америка оказались открыты для японского искусства и были очень впечатлены. Японские гравюры произвели настоящий фурор, и «Большая волна» стала символом, высочайшей точкой японского искусства в глазах западных художников. Гравюры Хокусая коллекционировали многие европейские художники, включая Дега, Гогена, Климта, Эдуара Мане и Ван Гога. Винсент Ван Гог, большой поклонник Хокусая, написал, что «Большая волна» оказала на него ужасающее эмоциональное воздействие. Дега говорил о нем: «Хокусай не просто один из художников среди других в плавающем мире. Он остров, континент, целый мир в себе». В 1902 году Анри Ривьер, художник, который стоял за оригинальным парижским кабаре «Ле Шануар», опубликовал серию цветных литографий «36 видов Эйфелевой башни». Клод Дебюсси повесил копию «Большой волны» в Канагаве в своем кабинете. Эта гравюра вдохновила его знаменитое оркестровое произведение «Море». И Дебюсси распорядился поместить фрагмент гравюры Хокусая на обложке оригинальной партитуры 1905 года. Но что, если я вам скажу, что феноменальный успех «Большой волны» на Западе был связан с тем, что Хокусай был не предельным воплощением и конечной точкой совершенства японского национального искусства, а потому что он заимствовал достаточно из западной традиции, чтобы европейцы воспринимали его работы как смутно знакомые и понятные, не чуждые и художественному вкусу. Западные люди, и мы с вами в их числе, инстинктивно выделяют Хокусая как вершину японского искусства, не осознавая, что этим мы не только признаем его несомненный гений, но выбираем его среди прочих как наиболее похожего на привычных нам художников. Мы признаем за ним умение рисовать правильно, мало осознавая, что причиной этому является его сознательное заимствование из западных образцов и отказ от японских традиций. То есть мы даем титул самого лучшего японского художника тому, кто оторвался от японского искусства и поэтому не вызывает у нас инстинктивной ксенофобии. Объекты в традиционной японской живописи не рисовались в перспективе, а скорее как в Древнем Египте. Размеры объектов и фигур определялись важностью субъекта в контексте. Фигуры и предметы располагались на переднем, среднем и заднем планах. И Хокусай стал одним из первых, кто начнет последовательно отказываться от старой традиции плоскостной композиции в пользу графической перспективы, завезенной с Запада. Перспектива была впервые представлена японцам через гравюры западных художников, добиравшихся до островов с голландскими торговцами. Европейская графика казалась японцам такой же экзотической и странной, а поэтому новаторской и стильной.
какой впоследствии покажутся японские гравюры импрессионистам. И некоторые из японских художников, к примеру, Акумура Манасобу и особенно Утагава Тоёхару, начинают подражать западному стилю, создавая чудные гравюры, изображающие каналы Венеции или руины Древнего Рима в перспективе. Это очень странные произведения, где сделана попытка все еще японскими методами воспроизвести европейские темы. И Хокусай познакомился с графической перспективой еще в юности, а между 1805 и 1810 годами он опубликовал серию «Зеркало голландских картин. 8 видов Эда», где он увлеченно и слегка неуклюже осваивает это великое новшество. Параллельные линии сходятся на горизонте в одну точку, дома становятся меньше и меньше и сходят на нет, изображение приобретает глубину. И все гравюры 36 видов Фудзи используют эту новинку, правильную графическую перспективу, волшебно открывающую зрителям третье измерение. Для японцев это было маленькое модное чудо, для европейцев классическая норма. И оттого работы Хокусая получили такой ошеломляющий универсальный успех и там, и там. В следующий период, начавшийся в 1834 году, Хокусай работал под псевдонимом Ракёгадзин Мадзи, старик, одержимый рисованием. В этот период он создает еще одну серию пейзажей с Фудзиямой «100 видов горы Фудзи». Это книга с монохромными гравюрами исключительной тонкости резьбы, считающаяся шедевром в своем роде. В отличие от 36 видов реалистичных, по сути, изображений, эта книга полна фантастическими, эксцентричными и сказочными сюжетами, сконцентрированными вокруг священной горы и идеи бессмертия. Несколько из более поздних издательских проектов Хокусая остались незавершенными или нереализованными, что говорит о том, что его амбиции иногда опережали средства или обязательства его издателей. Для нас это большая удача, поскольку вместо того, чтобы быть уничтоженным резцом резчика по дереву, несколько редких примеров его оригинальных законченных рисунков для гравюр иллюстрированных книг сохранились до наших дней. В Британском музее хранится серия из 103 готовых печатей рисунков, которые он создал для иллюстрированной энциклопедии под названием «Великая иллюстрированная книга всего», которая могла бы стать суммой всех знаний и идей, накопленных художником в течение его долгой жизни. В 1839 году пожар уничтожил студию Хокусая и большую часть его работ. К этому времени его карьера начала угасать. В возрасте 83 лет Хокусай перебирается из столицы в деревню, где живет по приглашению богатого фермера, его друга и почитателя таланта. Он и там продолжает работать почти до самого конца, постоянно стремясь создавать еще лучшие работы. Он по преданию воскликнул на смертном одре: «Если бы только небеса дали мне еще 10 лет, еще 5 лет, и я мог бы стать настоящим художником». Он умер 10 мая 1849 года в возрасте 89 лет. В хайку, которую он сочинил незадолго до смерти, говорится: «Как призрак уже я буду легко ступать по летним полям». Это была история Хокусая, художника зыбкого мира и его большой волны. Если вам интересно, где можно посмотреть несокращенный вариант этого видео, оставайтесь на рекламу. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того,
Если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!